Ну что, у нас буквально минутка до старта. Я планировала с тем подходом, что мы в течение 5 минут ожидаем. Сейчас у нас 27 человек на нашем мите. Пожалуйста, еще раз скажу, да, внизу в панелечке управления, где у вас микрофон, камера, расширить экран, чат, там, поднять руку, там есть такая плитка. Вы можете эту плитку жмыкнуть так, чтобы у вас на главном экране была сейчас демонстрация видео. Если вдруг не видео, то найдите в правой панелечке, где все мы собрались, вот этот вот экран Алекс Резвов. Это будет, соответственно, вы на нее кликните, и она у вас будет большой демонстрацией. Это важно, потому что вы дальше будете больше, наверное, да, смотреть за тем, что мы шерим. Да, привет, Вениамин, вижу, подключился. 28 человек, 5 минут уже у нас на старте, я начинаю шерить свою презентажку. И мы стартуем. Коллеги, очень рада, что мы с вами здесь сегодня собрались в этот предновогодний период. И сегодняшний наш воркшоп, он будет, наверное, немножко так посвящен нашему видению, как мы бы хотели войти в 2026 год. Мы хотим нас всех в рамках этого воркшопа объединить вот этим нашим видением. Мы понимаем, что сейчас АИ действительно меняет правила игры. И вот эта скорость изменений, она колоссальна. Раньше мы могли думать, что там где-то еще, наверное, будет раскачиваться года 3, 4, 5, пока там что-то, новая технология начнет укореняться. Но наши гиганты на рынке настолько были... не знаю, воодушевлены, наверное, всеми этими яичными технологиями. И сейчас они в Силиконовой долине, в принципе, не спят. 24/7 они друг с другом конкурируют, кто же станет первым на рынке. И те воркшопы, которые мы проводили этим летом, частично уже устарели. И поэтому вот это новый, да, наш воркшоп, посвященный в том числе нашему видению нашего там, ближайшего будущего. Наша новая реальность, что АИшка – это уже не будущее, да, это уже настоящее. И в основном это из-за того, что появились Reasoning LLM. Это те самые планы, по которым теперь работают ИИшки. Мы сегодня на этом особый акцент сделаем. Я здесь привожу QR-код на документ «Рыночные данные об АИ». В целом, все документы, которые у нас будут сопровождаться сегодня на воркшопе, и дополнительные еще документы, все будут выложены в ту папку на Google, которую я вам давала в приглашении. Поэтому не обязательно сейчас, но так как презентация тоже сохранится, мне показалось важным сделать еще отдельную отсылку к рыночным данным. Зачем мы здесь сегодня собрались? Какое то самое видение 2026 года мы для себя видим? Мы всегда были такой командой разработчиков и продавали, в принципе, такие разработческие услуги. Потом наша команда экзочата, собственно, сами стали большой, хорошей LLM-кой. И вот сейчас мы с вами собрались довольно разношерстные. Есть представители бизнеса, есть представители экзочата, как некие эксперты вообще, да, понимающие возможности ИИшек. Есть разработчики. Сейчас я вас попрошу в чат представиться, пожалуйста, напишите свое имя, фамилию, напишите, в каком вы проекте участвуете. Здесь есть из Trails, есть из экзочата, есть из других проектов, из коммерческих проектов. Напишите, и напишите, к кому вы себя относите, больше к бизнесу, больше к разработке или больше к эксперту. И как мы видим сейчас новый такой шаг, да, как продавать в 2026 году наши услуги разработки. Мы понимаем, что, проанализировав, опять же, рынок, да, понимаем, что на сегодня объяснять, что ИИшка нужна, в целом уже не надо. Но вот этот первый шаг объяснить, как эксперты в АИ, насколько ИИ сейчас инструментарий для изменения внутренних процессов и вообще всей работы
вот этот шаг мы внедряем. Именно этому в том числе посвящен наш воркшоп. Мы хотим, чтобы он стал неким таким примером, как мы готовы сейчас заходить в enterprise, в средние и большие компании. Мы показываем, на что на самом деле ИИшка готова. Это не просто сделать Reels, там, не знаю, какой-нибудь, да, или стойку в тележке, или пообщаться с чатчиком GPT, как с каким-нибудь другом. Это нечто большее. Я сейчас люблю говорить о том, что курсор – это как 1С для бухгалтера. То есть бухгалтер, он же не видит других, по сути, для себя инструментов. Без 1С он уже как будто бы и не нужен как бухгалтер, да, точно со счетами бухгалтер не нужен. Здесь аналогично. Курсор, ну, как один из примеров, да, таких систем, продуктов, это вот тот наш инструментарий, в котором мы начинаем свой рабочий день. Мы открываем курсор и начинаем в нем работать. И это наша вторая задача. Внутри нас научиться пользоваться курсором так, чтобы он стал нашим прикладным инструментом, чтобы он стал рабочей средой, который вот прям встраивается в ваш процесс. Когда раньше мы открывали там почту свою, да, когда приходили на работу первым делом, сейчас мы открываем курсор. Какие ключевые тезисы нашей сегодняшней встречи, да, пробрасывая опять же мостик на то, куда мы трансформируемся. АИ уже становится инфраструктурой бизнеса, и мы становимся теми проводниками, которые показывают все преимущества АИшных инструментов. На сегодня по McKinsey анализу где-то 7% enterprise уже на АИшные рельсы встали. И остальные сейчас активно будут подтягиваться. И мы как раз та самая команда системного АИ внедрения и масштабирования в enterprise. Узкое место сейчас рынка – это уже не технологии, их много. И даже более или менее уже понятно, кто же первый на рынке. А вот горизонт мышления у владельцев бизнеса и проблемы, связанные с масштабированием, это то, с чем мы готовы и будем работать. И здесь вот, если позволите, часто возникает вопрос, почему курсор. У нас есть на это ответ. На видео был небольшой такой момент, да, когда SEO Гугла гордится тем, что Gemini там, в каком-то процентном соотношении используется в курсоре. И курсор он назвал номером 1 платформой для разработчиков. Данным воркшопом мы хотим показать, что этот инструмент не только для разработчиков. И хотим, чтобы вы тоже максимально научились им пользоваться. Алексей, хотел бы ты здесь вот добавить еще ремарку, да, почему же курсор? Ну, я только добавлю, что мы курсор выбрали не потому, что SEO Гугла сказал. Мы независимыми путями пришли к одинаковому выводу. Значит, SEO Гугла тоже что-то понимает в этих инструментах. Да, спасибо. Ну и завершая вот эту вводную часть, я хочу огласить правила и формат нашего воркшопа. Это практический, да, практикоориентированный воркшоп, практика. Вы делаете шаги вместе, параллельно с Алексеем. Алексей с 20-летним стажем CTO испробовал огромное количество всевозможных инструментов, и действительно на сегодня он гордится, наверное, да, тем, что внутри своей команды внедрил как прикладной инструмент курсор, и они благодаря этому, да, совершают невероятные вещи. Вопросы я прошу транслировать в чат, не сбивать с нашего пути, да, вот этого, работы в курсоре. В чате вас будут сопровождать Петр, Роберт и Владислав. Роберт специализируется на тех вопросах, которые связаны с как раз бизнес-частью, да, почему я вас просила представиться. Сопровождать там, да, как какого-то такого бизнес-аналитика, то, что связано с документацией. Роберт вам ответит там на эти вопросы. Владислав поддерживает наших разработчиков. Он отвечает на более, наверное, такие въедливые, да, вопросы именно со стороны разработки. Пожалуйста, тоже не стесняйтесь, можете задавать, но все же я вас попрошу держать фокус именно на курсоре. Я попрошу особо не дискутировать там, а вот эта модель лучше, а вот это там я пробовал вот это.
Я предлагаю вопросы сравнения, какие-то дискуссионные моменты выносить в отдельную ветку. У нас есть отдельный чат, я вас туда после воркшопа приглашу. Мы можем совершенно спокойно созвониться отдельно эти моменты обсудить. Нам тоже это интересно, да, что же сейчас происходит на рынке. Но вот мы видим, что все-таки вот сейчас, к концу 2025 года, более-менее рынок устаканился. Поэтому я попрошу сфокусироваться на курсоре, открыть его у себя, как-то сделать так, чтобы у вас на половинке, да, экрана был ваш курсор, на другой половинке был наш воркшоп, и вы могли следовать за Алексеем. Вопросы постарайтесь задавать именно по существу, в случае, если у вас что-то не получается, где-то зависание, коллеги вам помогут. Ну и напоминаю, ведется запись, мы постараемся тоже не демонстрировать никаких чувствительных данных, тоже это имейте, пожалуйста, в виду. Запись будет выложена и как трансляция на YouTube, и будет доступна для ваших коллег. И на этом я завершаю. Алексей, передаю тебе слово. Коллеги, извините, пожалуйста, я с технической ремаркой включусь. У нас тут по чату жалуются некоторые ребята, что нету звука видео. Мне писал тут разработчик, которого я приглашал, тоже, что по ссылке заходит, чат видно, но не видно ни звука, ни видео. И я проверил, на Ютубе демка видео, демонстрация зависла. Точнее, так, зависла. Был виден экран, было видно МИД, но не было слышно ни звука, ни видео. И она буквально минуты 3-4 назад, когда Леша начал говорить про SEO Гугла, она заработала. Не страшно. Я думаю, что давайте продолжать. В любом случае мы не будем принимать что-то сейчас, это уже не своевременно. Ань, ты можешь остановишь презентацию просто, чтобы участники не путались, а я включу свою, да? Готово, да? Да, сделано. По поводу трансляции на YouTube не беспокоимся. Мы ведем еще параллельную запись. Если не сработает с YouTube, мы просто выложим в итоге другую запись, по мере ее готовности. Поэтому не переживаем. Главное, вот те, кто сейчас собрался, нас видит, слышит. Здесь давайте, я пошел. Итак, я хочу в двух частях сегодня выступить. Первая часть короткая, вторая будет подлиннее и уже более глубокая. В первой части мы попробуем все вместе реализовать сценарий. Во второй, покажу, как я сейчас обычно работаю с курсором. Задание специально выбрали такое, чтобы у нас был одинаковый контекст, чтобы не нужно было зависеть от того, какие файлы или еще инструменты есть у вас на конкретном компьютере. Именно мы, как все здесь собравшиеся, заинтересованы в привлечении потенциальных клиентов для наших аишных услуг. Что мы попытаемся сделать? Мы попытаемся провести такой market research наших конкурентов, понять, с кем они работают. Конкуренты имеется в виду компании, которые оказывают услуги по e-консалтингу. С кем они работают, кто у них там на сайте заявлен как их клиенты. Разберем, что объединяет этих клиентов, составим ICP, идеальный портрет пользователя, и потом подберем лидов под этот портрет и составим для них индивидуальные тексты e-mail'ов, которые потом можно рассылать. Вот такой кейс мы проделаем с курсором и попутно посмотрим на его возможности. Основная задача – это продемонстрировать, чем курсор отличается от типичного чата GPT или подобных продуктов. Итак, экран расшарен. Сейчас нужно… Ань, дашь, пожалуйста, ссылку. Вам нужно открыть ссылку, которую Анна рассылала в материалах. Мы будем работать с этим файлом на входе. Да, ссылочку скинула в чат, пожалуйста, посмотрите. Сейчас я еще раз ее продублирую на всякий случай. Потерялась, да? Все, можешь действовать. Так, теперь надо успевать за мной. Нам нужна копия этого документа в формате Markdown. Для этого идем в меню «Файл», в меню «Download», и в самом низу будет пункт Markdown. Markdown – это формат, с которым хорошо работают LLM. Позже поговорим, может быть, подробнее, если будет интересно. Скачиваем. Выбираем All Tabs, чтобы скачать весь контент в документе. Скачка пошла. Теперь ловим этот файлик у себя на компьютере.
в вашей операционной системе должен быть какой-то файловый браузер. Вот, этот документ лежит у меня. Вот так он выглядит. Да, это он. Так, я что-то не то закрыл. Я промахнулся. Извините. Вторая попытка. Да, вот этот документ. Теперь нам нужно создать для проекта рабочую директорию. Я буду создавать в папке «Мои документы». У вас есть какая-то аналогичная. Создаем директорию. Называем как-нибудь Exechat Workshop. Название произвольное, чтобы потом не запутаться. Сюда обычными средствами файлового менеджера копируем наш файл. Теперь нам нужно запустить курсор. Запускаете так, как это делается в вашей операционной системе. У меня это на другом экране, поэтому самого запуска не увидите. И вы получаете нечто такое. У всех получилось? Все дошли до шага? Или... Так, пока нет никаких комментариев. Да, вроде говорят ок. Да, можете, пожалуйста, реакциями ставить. Гордей пишет, что хотел бы выступить. Гордей, мы стараемся сейчас не перебивать непосредственно ведущего, да, поэтому, пожалуйста, если что, пишите в чат. Угу. Все, продолжай, Алексей. Отлично. Теперь нам нужно открыть только что созданную папку проекта. Для этого идем в меню «Файл», выбираем опцию «Open Folder» или «Открыть папку», если у вас русскоязычная версия. И здесь ищем нашу вновь созданную папочку. Вот она у меня Exechat Workshop. Открываем. Не проваливаемся внутрь, открываем здесь. Вот так должен выглядеть курсор у вас после того, как вы открыли наш новый проект. Слева мы видим наш документ. Справа, возможно, у вас сразу не откроется окно чата. Оно будет выглядеть как-то так. Его нужно открыть маленькой иконочкой здесь в правом верхнем углу. Оно нам понадобится. Дальше мы работаем здесь. Так, давайте я продолжаю. Если у кого-то что-то не получается, пишите, пожалуйста, в чатик, и коллеги вам помогут. Ань, я тогда начинаю ввод. Сможешь прокомментировать, да? Да, я тебя мьютю. Итак, сейчас... Так, Алексей, единственное, я тебя попрошу, сделай, во-первых, масштаб покрупнее, как мы с тобой делали, и побольше окно чата расширь. Угу. Благодарю. Спасибо большое. Значит, сейчас точно так же в этом новом чате вводите информацию, что нам необходимо. Наша задача здесь обратить курсор в сторону интернета, то есть мы прям так и пишем: найди в интернете сведения о компаниях. Когда мы его конкретно инструктируем, чтобы он пошел в интернет, это более эффективно. Иначе курсор начнет просто, скорее всего, искать по вашей базе знаний, по тем документам, которые лежат в папочке, да, с левой стороны. Поэтому мы отдельно его инструктируем. Найди в интернете сведения о компаниях, которые предоставляют услуги внедрения ИИ в бизнес-процессы средних компаний. Мы даем таким образом какие-то ограничения, пишем в свободном своем тексте. Мы можем дать вот ограничение сейчас, например, хватит 3 компаний, потому что мы можем и 100, и 1000 компаний его попросить, и ишки все равно, какое количество мы запрашиваем. Просто в рамках нашей демонстрации давайте ограничимся 3. У каждой компании найди на сайтах и других источниках клиентов, которыми она гордится. То есть мы начинаем исследовать рынок. Я люблю проводить такую аналогию, что курсор – это ваш сотрудник любой специальности. И вот сейчас он будет брать вашу задачу, которую вы ему ставите. Мы при том сейчас даже не говорим должность этого сотрудника, да, мы просто его сейчас инструктируем. Я бы еще очень быстро хотел обратить внимание, что можно писать как на русском, так и на английском. Качество ответа от этого не зависит.
Мгм. Роберт, спасибо. Вот это можно было написать в чат. Простите, пожалуйста, но сейчас не совсем своевременно. Ань, Да? сейчас мы ссылаемся на наш документ. Обрати внимание, да? Ага, спасибо, да. Далее мы написали, да, что у каждой компании найди на сайтах других клиентов, которыми она гордится, набери 10 клиентов. И вот сейчас, да, попрошу отвлечься от вашего ввода текста. Мы сейчас перетаскиваем файл из нашей директории слева в этот чат. Просто захватываем файлик и перетаскиваем. Что мы его просим? Мы его просим проанализировать нашу услугу, которая, собственно, описание находится в том самом файле, который вы скачали. Так можно делать со множеством документов, можно с одним, с 10, можно целую папку выбирать. Далее мы его дальше инструктируем. Мы хотим, чтобы он по этим материалам составил ICP. Следующим этапом мы хотим по ICP найти 3 потенциальных заказчика. Опять же, ну, довольно в свободной форме мы сейчас работаем с курсором. Сейчас Алексей дописывает, что на каждом шаге нам нужно сохранить результат в отдельном файле. Это еще одно из преимуществ курсора. Мы все-таки хотим в рамках воркшопа показать вам, да, отдельные моменты, которые, ну, нас ускоряют, в том числе в нашей работе. Соответственно, на каждом шаге... да, Алексей? Да. Начать мы планировали с другого, но можно и сейчас, в принципе, не страшно. Крайне важный момент, когда вы составили вот такой промпт, прежде чем что-то запускать, это выбрать правильный режим. Мы сейчас будем работать в план-моде. План-мод – это киллер-фича, прям классная штука, одна из передовых курсора. Очень важно выбрать именно его. Здесь на всякий случай убедитесь, что моделька у вас стоит авто. Позже расскажем про нее побольше. Все, выбрали план-мод, убедились, что авто, здесь ничего не трогаем. Ссылка на документ есть, промпт есть, можно отправлять курсор, разрабатывать наш план. Так, сейчас буквально секундочку. Коллеги, если кто-то сейчас не успевает или еще что-то, пишите. Там, не успеваю, караул, помогите. В целом, я не вижу, чтобы сейчас были какие-то, ну, у кого-то проблемы, поэтому просто продолжаем. Огонь. Жмем кнопку и придется немножко подождать. Обращаю внимание, что сейчас мы начали работать в режиме план-мод. Это не выполнение самой задачи. Курсор сейчас, вот представьте, что это сотрудник, которому мы поставили задачу. Что обычно происходит, когда мы ставим задачу в таком довольно общем виде? Он идет ее уточнять, анализирует материалы, погружается, думает, что там вообще с этим совсем делать. Вот, немножко затрону, что вот курсор применяет такую штуку, как агентский поиск по базе знаний, пока что из одного документа. Когда он соберет необходимую информацию для того, чтобы предложить план, он вернется к нам, и наша задача будет этот план согласовать, либо скорректировать, как это происходит и там, в обычной работе при постановке задач сотрудникам. Мы корректируем план, потом запускаем его в работу. Пока что этап только составления плана. И это очень круто, потому что именно здесь мы можем синхронизироваться в ожиданиях, какой результат мы хотим получить от выполнения этого плана. А планы могут быть довольно-таки прям внушительными, когда мы работаем над большими задачами. Итак, это тот момент, когда в реальной жизни нужно прям потратить время, погрузиться, внимательно все прочитать, потому что это существенно влияет на получаемый результат. Мы не будем сейчас долго погружаться, пробежимся так очень-очень бегло, посмотрим, да, какие задачи он составил. Да, он собирается что-то делать, идентифицировать, не что-то, да. Алексей, если позволишь, вот сейчас был очень интересный момент, он не задал никаких вопросов, Да, но я бы хотела поинтересоваться у аудитории, если вы сейчас проделали то же самое, было ли у кого-то, вот, у Всеволода, да, Всеволоду задал курсор вопросы, это очень интересный момент, когда курсор задает уточняющие вопросы, у Петра было. Смотрите, интересная статистика, да, то есть он
с кем-то вот ведет по-разному, как и любой middle сотрудник. Он взял задачу, пошел что-то делать, и кто-то приходит за уточнениями, кто-то не приходит. Когда вы пойдете в домашнюю работу, а она у вас будет домашка, вы поиграетесь там. Вот с этим в том числе. И да, Алексей, ты хотел обратить внимание, наверное, на то, что он еще файлы сразу подготовил, да, в какие будут создавать. Да, он именно написал. Я, кстати, в промпте совсем забыл. Ну и хорошо, что сейчас вспомнил. Мы же письма хотели конкретные, да? Вот давай-ка и допишем. Обращаю внимание, что мы пока что работаем над планом. Вот все, что мы сейчас здесь говорим, относится именно к планированию, а не к выполнению задачи. Я, да, сам упустил, что мы же хотели письма подготовить. Давайте скажем ему об этом. Еще одним этапом. Вот сейчас Алексей будет дописывать, я немножко заглушу его на секундочку. Обратите внимание, у вас остается все еще режим план. И дописываем, что еще одним этапом, мы прям хотим еще одну задачу поставить, разработай тексты email-сообщений, да, писем, тексты для писем, для имейлов, которые мы отправим тем самым заказчикам, которых мы нашли. И мало того, мы хотим сохранить их в формате табличном. И это мы сейчас тоже ему скажем, чтобы вы посмотрели, что можно работать с CSV-шками, можно работать с любыми, в принципе, разрешениями, не только с MD. То есть мы прям так и пишем: сохрани CSV. Далее Алексей дописывает: добавь в план. Да, добавь этот пункт к плану, но к выполнению не приступай. Все, Алексей, передаю тебе слово. Это предохранитель, на самом деле, потому что когда мы нажмем на кнопку Build под капотом, это тоже инструкция LLM, поэтому иногда, если формулировка не совсем точная, он может перейти к выполнению плана, и для демонстрации это было бы не очень. Алексей, пока генерируется новая задача и переписывается план, Алексей пишет нам в чат, что можно редактировать план вручную, если что-то не устраивает. Это И так. да, мы здесь хотели бы подтвердить, что можно менять как через чат, так и прям в режиме. Можешь тоже продемонстрировать, пожалуйста? Да, в плане у нас есть, по умолчанию стоит опция Preview, но можно переключиться в Markdown и внести свои изменения прямо вручную. Я ни разу не пользовался, вообще ни разу. Покажи, пожалуйста, еще раз, куда ты нажал. Да, вот 3 кнопочки справа от кнопки Build. Справа от желтой кнопочки Build, да, на нашем документе, незаметные такие 3 точечки. И там вы можете поменять представление с превью на Markdown. И вот если перейти в режим Markdown, то вы тогда можете общаться с ним не только через чат, но и прям непосредственно любой документ, любой план вы можете таким образом редактировать. Это был хороший для нашей демонстрации вопрос. Спасибо за него. Все, передаю слово. Да. Что читать в плане? Конечно, желательно прочесть все, что он здесь написал. Это сравнительно небольшой объем информации по сравнению с тем результатом, который мы получим. Поэтому, да, вот здесь как раз хорошо синхронизироваться. Очень важный раздел – это тудушки. Вот он на такой объем сделал 6 тудушек. Это разумно. Мы даже не будем его корректировать. Если вдруг он тудушки не сделал, его стоит попросить, чтобы он их вытащил. Если их мало, то попросить сделать больше. Для чего нужны туду? Это еще одна часть функционала плана. Когда мы приступим к выполнению, он будет контролировать выполнение плана по этому списку. Ну, то есть сделал, отчитался перед собой в другой роли, подтвердил, что выполнено, перешел к следующему. И это позволяет ему не уходить от задания, как это часто бывает в однопромптовых задачах в чату GPT. Итак, мы все внимательно вычитали, и готовы наш план запускать в работу. Надеюсь, что все тоже дошли до этого этапа. Запуск происходит нажатием кнопки Build. Что эта кнопка приводит к одному и тому же. Ну, давайте нажмем на эту. Пошло выполнение плана. Это наиболее продолжительная часть нашей работы, но, слава богу, работаем не мы. Иногда здесь возникает вопрос, а что делать, да, когда курсор занимается своим делом. Мне удается вести параллельно либо несколько чатов в одном курсоре и контролировать выполнение 3 треков, до 3 треков, ну, либо переключаться между разными проектами
и ну, такой режим одновременной игры. То есть ты контролируешь работу здесь, когда работа пошла, переключаешься на другое окно, контролируешь работу там, и так пока кто-то не привлечет твое внимание. А тебе не сложно сейчас, Алексей, показать, вот опять же, да, пока у ребят тоже грузится, что значит открыть другое окно? Вот мы сейчас в самом начале с тобой открывали папку, да, то есть мы через файл мы открывали папку. А вот как именно другое окно вообще сделать? Ну, если мы говорим про новое окно чата, то это вот здесь такой незаметный знак плюса справа вверху, по нажатию на которого у нас открывается отдельный чат, но что в нем прикольно, и мы дальше это увидим, что он работает с тем же контекстом, с той же базой знаний, из тех же документов, которые мы создали, допустим, где-то в других чатах. Я думаю, мы это продемонстрируем чуть позже, да? Да, а вот именно если я хочу, например, у меня 2-3 параллельных проекта, и я не хочу ничего смешивать, но при этом один висит, другой что-то делает там 8 часов, как ты делился своим опытом, что были планы. Понял. Да, понял вопрос. Другой проект мы можем открыть через меню «Файл», опция «New Window». Он меня перебивает, потому что пытается что-то сделать. Вот, на New Window нажали, и здесь открываем другую папку и работаем параллельно. Ага, то есть точно так же я, получается, через файл открыла New Window, новое окно, и также здесь открываю Open Folder, то есть ту папочку, в которой я бы хотела следующий какой-то проект вести. Супер, спасибо. И я вижу, чего-то там слева у нас, где все был наш документ, появляются какие-то еще. Вот 0.2 появился какой-то файл. Точно. Курсор уже что-то нам сделал. Сейчас я пораздвигаю панели, чтобы было больше места. Это был наш исходный документ. А вот документ, который изготовил курсор. Так, это компании-конкуренты. Так, кого он нашел? Ага, платформа с автоматизацией. Ну да, это соответствует тем критериям, которые мы предъявляли. Сильно мы сейчас глубоко в это копаться не будем. Опять-таки, это вопрос контроля плана, что мы просили найти, насколько это соответствует плану. Что сейчас стоит отметить? Вот мы немного поговорили про план мод. Это, наверное, самая существенная фишка курсора. Вторая существенная фишка – это панель с файлами, с которыми мы работаем. Я называю ее еще базой знаний, когда мы работаем с документами. У нас был один документ, курсор сейчас нагенерировал еще два. Давайте снова вернемся в файловый браузер, куда мы этот один документ закидывали, и видим, да, что документы, которые изготовил курсор, это точно такие же MD-шки, которые лежат у нас на компьютере. Мы можем с ними обращаться, как с любыми другими файлами, там, синхронизировать в облако, куда-то там. Алексей, позволь добавить, я в шоке, что он даже сам придумал название этим файлам, которые, как у нас был изначально, да, 0.1 у нас был, концепция продаж и услуг. И он фактически по этой же структуре создает нам новые файлы. Да, LLM-ки вообще любят действовать по примеру. То есть ему, если уже что-то сделано, то чаще всего он постарается сделать похоже. То есть это позволяет во многом не инструктировать в деталях. Если уже есть пример чего-то, если явно сослаться, то почти на 100% он сделает так же. Если даже не сослаться, то, скорее всего, он это заметит, загрузит в свой контекст и постарается тоже сделать так же. Ну и, как всегда, можно, да, его доинструктировать. Так, я так понимаю, ты вот сейчас нам показываешь просто вот свою папку «Мои документы», ту самую папку, да, ExeChat Workshop. И вот здесь мы их тоже можем, получается, отсюда открыть, а можем из превьюшки в курсоре открыть. В принципе, то же самое. Да? Все верно. Вот я открыл напрямую просмотрщиком MD-шек у меня на компьютере. Это тот же самый файл, но выглядит немножко по-другому. Угу. Ну, я через ноут открываю обычно. В принципе, как текстовый. Ну, в общем, у каждого свой, наверное, будет, да, какой-то инструмент для просмотра. Наверное, можно затронуть формат Markdown. Да, почему MD, да. Ой, не та IDE-шка, извините, это уже следующая часть. Markdown – это формат файлов, который основан на plain text, и он хорошо дружит с LLM-ками.
Markdown, CSV и YAML – это лучшие на сегодняшний день форматы для общения с LLM-ками. Они одновременно хорошо читаемы человеком, ну, вы видите, да, минимум отводится для разметки всяких символов, вполне читается, понимается, где что имелось в виду. И для LLM-ки это позволяет передавать структуру, как в одну сторону, так и в другую. И мы видим, что он легко может быть представлен в более удобном для чтения формате. Сейчас я открыл превью, например. А как ты это сделал? Открыл Ctrl+Shift+V, превью. либо правой кнопкой по файлику Open Preview. Будет тот же результат. Когда на практике нам нужно отправить это во внешний мир, не знаю, там, заказчику тому же, да, клиенту, мы конвертируем MD в DocX, в PDF, во что угодно и отправляем. Делается это чаще всего с помощью тулинга. Это третья сильная сторона курсора, которую я смогу показать только уже в хардовой части, следующей. Потому что там уже несколько более сложная задача. Вот, поэтому мы работаем с Markdown. Это исходные файлы для всех наших документов. И когда нам нужно это куда-то отгрузить во внешний мир, мы уже либо его конвертируем внутри курсора тулингом, либо как-то автоматизируем это. Так, что там с нашим планом? Давайте посмотрим немного. Да? У нас было 6 тудушек. Здесь он их не отметил. К сожалению, такое бывает. Так, надо найти план. Вот он. Ага, я правильно понимаю, что если мы во вкладочках уже потерялись, да, вот во вкладочках, то мы можем просто в этом чате найти какой-то документ и по нему кликнуть, и он откроется у нас. Да, все верно. Я сейчас только... Вот нам он должен уже отмечать выполненные пункты. Я думаю, что у коллег и такой сейчас тоже опыт. У кого-то, наверное, уже отметились галочками выполненные тудушки, у кого-то, может быть, тоже вот в таком подзависнутом состоянии. Но мы видим по тому, что результат есть, это по вот этим созданным файлам. Вот у нас сейчас создалась CSV-шка. Опять же, ребят, если у кого-то какие-то стопоры, пишите. Если у вас позитивный опыт и тоже уже и дудушки выполнены, и все файлы уже у вас появились в вашей папке, маякуйте, чтобы мы могли уже тоже двигаться дальше. Да, он уже мне написал что-то. Нет, еще не написал. Возможно, конечно, подзавис, но давайте пока пойдем посмотрим. Так, у ребят все еще тоже шуршит, еще пока не закончен. Здесь я опять же повторюсь, я очень люблю делать аналогию того, что курсор – это как мой хороший, очень такой среднего уровня middle сотрудник. Я ему ставлю задачу, но говорю сначала, вот у меня есть большая задачка, декомпозируй мне ее, приди с подзадачками, мы с тобой верифицируемся, и потом пойдешь выполнять. То есть я как некий такой руководитель. Здесь, по сути, у нас точно такой же опыт. Мы как-то ему там накидали эту задачку, как обычно делают запаренные руководители. Он к нам вернулся вот с этими тудушками. Мы с ним его посмотрели, план, ну да, вроде вехи нормальные, декомпозицию провел неплохо, иди выполняй. И все, он пошел выполнять. Да, все, ребята пишут, что у них потихонечку заканчивается это все. У нас пошло по нестандартному сценарию, но тоже хорошо. Покажем, как с этим иметь дело. Он не отчитался о выполненном результате, тудушки не отметил, но явно закончил работу, потому что кнопка «Стоп» пропала. Он перешел в агентский режим, и что делать? Мы с ним можем поговорить, как с обычным сотрудником. Типа, что там с планом? Да? Как бы мы спросили сотрудника. Почему тудушки не отмечены? Да, вот коллеги делятся в чате, что у них отметили туду, ну то есть у кого как. И классно, что есть и позитивный опыт, и вот мы столкнулись с негативным таким сценарием, да, как будто бы он подзавис. Ничего страшного в этом нет, такое бывает. Просто нужно что-то дописать. Бывает иногда сбой, где-то коннект прервался, мы тогда говорим, проанализируй, на чем остановился, продолжи дальше. То есть прям как с человеком. Я не знаю, он попал в аварию, вернулся на работу, да, что мы ему говорим? Давай погрузись снова в работу и отметь. Он отмечает, да, что все, теперь все выполнено, он пошел, себя проверил.
Давайте посмотрим на CSV-шку. Да, вот этот отчетик у него пошел. Он говорит, какие файлы были созданы. Можете покопать поглубже, но я думаю, что сейчас мы не будем в это погружаться. Позволь я сейчас, ну хорошо, открой, да, Excel-очку, мы проверим, что он работает. Открывается обычным Excel. В данном случае у нас еще и верстка поехала. Ну ладно, эффект демонстрации. Мы можем сейчас попросить его, не знаю, будем тратить на это время? Нет, мне кажется, что результат сейчас мы видим. Он точно сделал таблицу, он точно ее заполнил. Как это исправить, да? Я на секунду просто, у меня был такой тот же случай. Надо указывать делимитер, потому что в результатах может быть и точка, запятой, и тире, да. И это помогает разбивать, то есть надо указать конкретно делимитр для CSV. Такое бывает, да. Видимо, где-то разделителем выступила точка или точка с запятой он куда-то вставил, и поэтому распарсилось неправильно. Как в таком случае поступать, раз уж мы пришли, мы не будем это решать полностью, да? Я бы заскринил вот эту вот штуку, да? Потом вернулся в курсор. Вот здесь бы поставил бы ему скриншот через Ctrl-V. Видите, скриншотик появился, да? Потом бы сослался вот на вот эту CSV-шку, да? Хоп. И сказал бы ему, тут что-то поломалось с форматом. Все, жму Enter, и он работает уже в агентском режиме и пытается разобраться, что к чему. И давай тогда затронем, да, агентский режим. Агентский режим – это то, куда курсор переключается, когда вот он закончил план, и переходит в такой формат агента, когда мы просто ему говорим, что делать, и он делает. Без согласований, без предварительных разработок планов, без всего вот этого, а просто пошел и сделал. Мы сейчас этим заниматься не будем, потому что время дорого. Но вот таким образом можно попросить его задачу доработать. Если вдруг дело идет туго, ну и вот он никак не справляется, переключаемся из авторежима в какую-то модель поумнее. Тут уже дело вкуса. Мне нравится Opus, например. GPT-5 классная модель. Gemini тоже себя неплохо показывает. И еще набор других, и можно выбрать дополнительные из предустановленных. Ну, то есть вообще все, что вы хотите. Авторежим просто он не жрет токены, которые входят в подписку, и, грубо говоря, это безлимит. Немножко затронули авторежим. Итак, тут бы я нажал Enter, и он пошел бы чинить. А мы сейчас попробуем поработать с другим чатом. Ань, нужно кого-то подождать или продолжаем? Да, я бы хотела обратиться к чату. Здесь один из вопросов относительно демонстрации крутого режима ревью, где отображаются изменения, как в том же Git при слиянии изменений. Вот у нас сейчас мы бы хотели, да, перейти к нашей следующей, но очень классно здесь затронулась тема гита, и мы считаем, что это отдельная такая история, требующая отдельного воркшопа, где мы бы показали, что вот он тут что-то нагородил, а немножко страшно менять, а вдруг что-то пропадет, вдруг что-то удалится, и как же там, к этому вернуться. Да? Вот, Алексей, давай я тебе сейчас передам слово, еще раз зачитаю этот момент, и мы уже дальше пойдем. Да? Я думаю, что еще стоит продемонстрировать крутой режим ревью, где отображаются изменения, как в том же Git при слиянии изменений. Ты имеешь в виду вот это вот? Угу. Я им не пользуюсь. Я пользуюсь гитом. Кто написал? Написал Влад. Я хотел сказать, что разработчики пользуются гитом, но Влад, классно, что ты... Да, я думаю, что давайте вот такого рода моменты прям... Алексей, я тебя попрошу, там 3, наверное, ключевых особенности, почему гид имеет смысл подключать к курсору, да, 3 момента. И мы, если соберется кворум, проведем просто отдельный воркшоп. Так, хорошо. Гид, во-первых, это система, которая уже живет вообще очень-очень много лет в разработке, отточена, надежно и вообще пуленепробиваема. Это аналог сохранения в игре. То есть сохранил в гид, все, можешь вообще совершенно не беспокоиться, что ты к этому состоянию откатишься легко и непринужденно. И она никак не зависит от курсора. Это независимая система. Но стоит отдельной встречи. Так. Да, для меня была особая тогда магия, когда у меня
я дала обновление на гид, и я захожу в папку у себя на компьютере, а там вообще другая структура файлов. Я такая, в смысле? Я, значит, отменила, откатила эти изменения, и у меня опять файлы на компьютере поменялись, обновились, и вообще другие стали. Я так, да ладно, что за магия. Вот, очень интересный был тоже. Всеволод, да, подчеркивает Да. про важность гита в параллельной работе, но мы сейчас говорим именно при Да. одиночном режиме в одного, он тоже очень здорово помогает. Это точно. Алексей, да, и вот теперь смотри, мы составили какие-то там задачки, да, у нас какие-то файлы появились. Вот как ты думаешь, твой следующий шаг, какой бы был вот при работе с этими документами? Ну, честно говоря, я вообще продавать не умею, я не знаю. Ну, вот если честный ответ. Так, а кто умеет? Умеет ли, например, руководитель отдела продаж? Вот мне видится, да, можно было бы пойти к руководителю отдела продаж, что-то на него спихнуть. Вот продемонстрируй, пожалуйста, да, представим, что курсор теперь у нас руководитель отдела продаж. Хорошо, так мы ему скажем, ты мой... Нет, не будем говорить, ты руководитель. А иначе он подумает, что он мной руководит, не надо. Ага, я тебя замьютю, да, если позволишь, потому что печать клавиш. Да, давайте откроем новый чат, то есть на плюсик нажмем, да, и напишем: ты руководитель отдела продаж. Проанализируй наши исследования. Можете тоже писать в свободной форме. Опять же, вы можете даже написать, а что вы бы хотели от руководителя отдела продаж. Может быть, у вас больший опыт, чем у нас с Алексеем, да, ставить задачи РОПу. Пишите, что вы действительно от него хотите получить. Вот мы пишем так, что, значит, проанализируй наши исследования и предложения по рынку, прочее. Составь план работ, кто нам нужен, что они будут делать, как мы их будем контролировать. Ну, например, это какие-то специалисты по аутричу, может быть, это вообще какие-нибудь там B2B-шные внедренцы. Да? Если есть вопросы, задавай. Ну, я вижу, и перетаскиваем файлы или нет? Как удобнее? Спасибо большое. Файлы надо перетащить. Мы можем перетащить файлы, можем, если у нас будет отдельная папочка в папочке с папочкой, мы можем дать ссылочку на папочку. Это все отдельные нюансы. Здесь, ребят, да, я вам дам обязательно всем ссылку на наш общий чат в тележке. И вот туда я вас попрошу приземлять уже какие-то, ну, такие разовые задачи, когда вы пойдете выполнять домашку. На домашку у меня тоже есть большие планы. Да, Алексей, тебе слово. Да, вот говорит, текст скидывать сюда будет удобнее. Я уверен, что мышечная память важна. Надо набрать самому, не обязательно именно так же, но лучше набрать. Лучше набрать меньше, получить хуже результат, но проделать работу самому. Так, нам пора ускоряться. Задачу я поставил руководителю отдела, пусть выполняет. Я думаю, что мы даже не будем сильно вчитываться в результат. Тут важно, что мы теперь сослались на работу, на результаты работы в другом чате. Мы развиваем нашу базу знаний. Мы вносим сюда документы, полученные из внешнего мира. О, Алексей, тебе задают вопросы. Хорошо. Размер команды, ну не знаю. Давай 3-5 агентов наймем, если у вас система. Давай выберем. Ой, так, черт побери. О, да, мне нравится. Он у тебя такой middle, точно не senior роб. Недостаточно самостоятельный. Да, на чем остановился? Да, мы развиваем нашу базу знаний. Результат работы над каждой... Еще что ли? Опять вопрос. Ох, давай, деньги срочно. Все там ключевые метрики успеха, выручка. Все, уже хватит вопросов задавать. Ну, в общем, как это? Как поставил задачу, такой будет и результат, да? Понятно. Надо вчитываться. Нужно... Ответь мне на сербском. Ой, не надо, да, он может. И тогда будет сложно уже общаться. Да, кстати, пока у нас составляется план, очень интересно, мы тоже, когда готовились с Алексеем к этому воркшопу, мы подумали, показывать или нет эти правила. И мы считаем, что те правила, там, например, на каком языке общаться, или какие-то узкоспециализированные правила, там, читай это, не читай то, делай так, не делай так, это тоже тема отдельного воркшопа, потому что есть как общие правила, есть правила, которые конкретно на проект создаются, есть правила, как вас представляет себе курсор, да, вот о вас, да, и что нужно, например, учитывать в каких-то документах, что не нужно. Алексей, можешь здесь тоже прокомментировать, вот как ты, например, работаешь с планами?
Ты имеешь в виду с рулсами? С правилами, да, прости, с правилами. Это реально Правила глубокая Google. тема. Давайте, сейчас мы не сможем ее закрыть. Я предлагаю поставить точку. На чем? Что вот у нас очередной план, он опять сделал тудушки, нам нужно его вычитать, уточнить, что мы хотим получить на выходе. Мы получим опять какой-то набор документов, которые можно использовать для дальнейших шагов, кому-то передавать. Там, я не знаю. Мы можем попросить его, допустим, сгенерировать сейчас ТЗ-шку на внедрение системы холодного утрича на CRM-ку. Можем попросить его разработать CRM-ку в отдельном чате. Правда, желательно привлечь разработчика, да, в поддержку этого процесса, и он вполне справится со всеми этими задачами. Да, Алексей, спасибо огромное. И вот я, когда стала работать с курсором, я действительно его стала рассматривать как сотрудника любой специализации. И когда точно так же я шла вот там, ну, сейчас вот я РОПа, да, потом я действительно уже дошла до того, что я уже свою CRM начинала разрабатывать, уже начинал маркетинг, SMM. В принципе, это уже, наверное, не просто замена фриланса, а это действительно замена целых бизнес-процессов. То есть, как, опять же, мне кажется, там позапрошлый год, прошлый год, ИИшки – это такая замена фриланса. Ну, вот какой-нибудь дизайнер там быстренько лендинг накидать, еще что-то, да. Сейчас это уже второй уровень. Это действительно покрытие целевых бизнес-процессов. Я надеюсь, что данной демонстрации мы вам смогли вот приоткрыть здесь завесу. Следующая часть, час, да, оставшийся, мы посвятим более такой хардкорной истории, да, там будет разработка тулзов. Это еще один ключевой элемент курсора, да, его инструментария. Сейчас я попрошу буквально на минутку-две со мной задержаться. Ребят, наверное, даже я попрошу там включить микрофончики, кто будет готов. Мы сейчас с вами будем накидывать идеи. Я расшарила экран. Если не видно, пожалуйста, сообщите. Но надеюсь, что вы видны. Я просто вас сейчас не вижу. Можете писать в чат. Мне будет кто-нибудь озвучивать. Можете сами выходить. Как вы считаете, вот какую вашу рутину, вот после текущей демонстрации, что в ваших рутинных процессах курсор, где он может вам помочь? Давайте накидывать. Я бы хотел самое такое банальное высказать, это, наверное, составление отчетов всяких разных. Вот в конце месяца тебе приходят, просят составить отчет, а ты после 30 задач за сегодняшний день уже ни на что не готов. Супер. Давайте еще накидываем. PRD, Product Requirement. Sorry. PRD. Product Requirement, whatever, напиши в формате, который будет понятен всем. Product Requirement для... начиная от продукта, кончая любым фичером. Я боюсь, я не напишу. Пиши whatever you want. Я на русском пишу страдаю. Требования к продукту. Что? Исследование? Требования к продукту. Требования. Все, супер. Спасибо, извините. Требования к продукту. Огонь. Ага, это Елена, я узнала по голосу. Так, еще. Евгений легко может оплачивать ЖКХ. Вот Евгений, да, хочет внедрить оплату ЖКХ. Олег еще предлагает, это аналитика компании. Это кто был еще раз? Олег. Так. Еще. Я подсвечу. Я действительно делала уже CRM, но CRM в каком виде? У нас она была с курсором в виде таблички. То есть мы сделали всю воронку в несколько листов, раскидали уже готовый инструментарий для заполнения, ну, там, условно, продажниками. Да? То есть я бы так и написала CRM-таблица. Или потом я пошла дальше и стала спрашивать, есть ли какие-то бесплатные на Гите CRM-ки, которые мы можем с тобой взять за основу. Он такой, да, есть. И мы подобрали бесплатную CRM-ку, я уже почти ее пошла разрабатывать, но вовремя остановилась, потому что есть другие задачи. Или бесплатная CRM. То есть некие таблицы, да, таблицы с большими данными. GTM, Go to Market.
strategy. Прям с GTM. GTM strategy. Елена. Мгм. Мы все видели объем документации, которую ты разработала в рамках подготовки к воркшопу. Да? К воркшопу все было готовлено через курсор, и вы еще увидите, потому что некоторые я пока не закидывала в папку презентации, естественно, тоже вообще за 2 минуты там он мне ее сверстал черненькую, которую вы видели на старте. Но самое интересное, те, кто имеет доступ к нашей вот этой трехшаговой модели, вот концепцию, откуда мы скачивали, все документы там тоже, естественно, я готовила с курсором, где-то потратив там 8-10 часов. Ну, там довольно большой объем, там и анализы, там и наша стратегия, там и ценообразование, которое мы еще пока не дошли, но оно тоже есть. Там все материалы скриптов для продажников, да, скрипты, опять же, да, скрипты для продаж, тексты там, писем и реализация воронки, реализация воронки продаж. Это тоже от меня. Окей, я на этом сейчас... Есть еще кто-то? Есть. Да, тут Поиск лидов, хорошая тема. Подготовка презентации, если можно. Это Так, у еще всех что? подготовка презентации. О, здесь был у меня интересный опыт. Он мне подготовил презентацию не только по PTX, но и уже сверстал прям лендинг. И я такая, о, нифига себе, сверстал. Подготовка презентации. Поиск лидов мне нравится в чате, прям это хорошо. Поиск лидов. Мгм. А кто говорил про подготовку презентации? Это Елена, ты, да? Это я. Ага. А О поиск чем лидов? говорим, то и говорим. Ага. Олег. А поиск лидов? Олег. поиск лидов и прогнозирование, вот Олег писал. И прогнозирование. Прогнозирование Отлично. совсем понятно. Все, на этом сейчас я предлагаю буквально 2-3 минутки небольшой перерыв, водичку пьем, кому надо. Давайте в 20:05 мы стартуем к хардкорной части. Ой, я запускаю свое Отлично. видео, да? Все, эти моменты мы зафиксировали. Так, через 5 минут, да? Да, Алексей, 5 минут. Добро.
Так, я вернулся. Подождем Аню. Самый быстрый 5 минут в моей жизни. Время пролетело так, как будто, я не знаю, как будто минута прошла. Да, еще буквально полминутки, и можем стартовать. Сейчас подождите, на моих часах пока еще 4 минуты. Да, 18:05 Алексей написал по сербскому времени. По Москве сейчас 20. 20:05. Сообщение, да. 20:05. Ну что, продолжаем? Так, перекличку не будем устраивать? Давайте в чатик написать. Да, что начинаем, Аня, может, скажешь, да? Да, все, стартуем, все плюсуют, все подтягиваются. Я думаю, нормально. Значит, сейчас повторять за мной не нужно, но можно попробовать. Дело в том, что я буду работать уже в настроенной своей среде, но по-другому будет сложно продемонстрировать. Какой сценарий мы будем проходить? Поделюсь небольшим секретом. Я когда присматриваюсь к потенциальным заказчикам для разработки, один из сигналов – это открытие вакансии CTO. Если компания небольшая открывает вакансию CTO, то, скорее всего, есть вероятность, что они рассматривают разные варианты, в том числе и найм команды. Вот такой случай, недавно опубликованная вакансия, текст. Что мы хотим? Мы хотим в отклике донести, что «а почему бы вам не рассмотреть нашу классную команду разработки?» Но нужно не просто сказать «у нас есть классные разработчики», а сослаться на релевантный опыт, найти пересечение с ними. Для этого нам нужно обратиться и к нашей базе знаний, и проанализировать, что это за ребята, что они умеют делать. Вот это попробуем и проделать. Так, что нам нужно? Вакансию мы почитали, здесь убедились, да, что наша тема. Идем в курсор. Курсор в этом сейчас открыт уже на моей личной базе знаний. Вот я посчитал, у меня 505 документов здесь, самых разных. Я сам понятия не имею, где тут что лежит. Здесь и отклики на разные заявки, коммерческие предложения, письма с заказчиками, описание нашего опыта и так далее. Тут вообще много чего есть. Что мы хотим? Мы хотим составить запрос. Примерно такой. Да, сверяюсь, что у нас тут написано. Так, Аня, ты меня отключишь, да? Да, единственное, просят побольше масштаб сделать. Спасибо большое. Да, я глушу, потому что иначе слышно у Алексея, как он печатает. Повторюсь, да, сейчас за Алексеем не обязательно повторять. Надо понимать, что он открыл свою папочку, да, на компьютере, где вся база знаний о нем находится. У вас точно так же начнут копиться документы, когда вы будете работать с курсором. Будут папки с подпапками, с подпапками. И что интересно, вы можете тоже через курсор их создавать. То есть вы можете прямо так и сказать, когда он нагенерирует целую кучу разных документов, так ему поставить задачу. Теперь создай там соответствующие подпапки и туда распредели всю собранную документацию там, по тематикам, например, да, или по еще чему-то. То есть вы, в принципе, своим файловым хранилищем на компьютере точно так же управляете через курсор, если это вам удобно. Вы можете удалять или менять файлы и на компьютере, и курсор будет, соответственно, работать с этими измененными документами. Как Алексей уже сказал, он посчитал, у него 505 документов, и он даже особо не знает, о чем они там. Здесь важно правильно в итоге ставить задачу самому курсору. Сейчас Алексей набирает очередной промпт, да, чтобы найти больше информации о компаниях в интернете, полезные какие-то новости последние, да, найти публикации о них, сложить куда-то в папку базы знаний, БЗ, притом, да, обратите внимание, прям сокращает БЗ. Потом найти релевантный опыт у нас,
о там, навыках, да, сделать предложение команды разработки вместо отклика, чтобы отправить на LinkedIn отклики. Дальше он перетаскивает материал, ну, папку, да, он ссылается на папку, уже не на конкретный файл, и говорит, что вот наши материалы лежат вот в этой вот папочке ARISVOL. Зашел на LinkedIn, скопировал и вставляет текст вакансии, как пример. Переход в режим план. Обращайте внимание, я по умолчанию вообще себе в настройках курсора поставила план по умолчанию. То есть у меня сразу открывается план по умолчанию. Опять же, настройки курсора – это тема отдельного воркшопа. Если наберется кворум, совершенно спокойно продемонстрирую. Да, пишут, что на трансляции в YouTube оно не слышно. Максим, не переживаем. Все, что связано с трансляцией на YouTube, ничего страшного. У нас есть еще параллельная запись. Если с этой записью не получится, выложим другую. Ну, мы понимаем, что технически какие-то сложности здесь могли быть. Допускаем. Все. Да, спасибо, Анна. Смотрим, чего он тут нашел. Ага. Значит, он хочет создать нам папку для этого проекта, положить туда документ с информацией о компании, тем самым мы пополним нашу базу знаний. Так, он понял, что это Personal Assistant для гардероба. Ага. Дальше изучает наш релевантный опыт. Да, он понял, что экзочат подходит. Действительно хорошо подходит. Это мощный аишный фреймворк. Стамина, да, действительно, это очень даже и проект. Да, был такой проект онлайн-маркетплейс модной одежды довольно давно. Да, он говорит, что мы здорово попадаем по технологиям. У нас опыт вывода множества продуктов. Да, и Open Computer Vision есть хорошие, прям сильные проекты. То есть он почерпнул хорошие прямо поинты, да, которые можно использовать для аргументов. Предложение. Вот он нам говорит, в каком виде он все это сделает. Тут, наверное, можно было бы попросить его сократить, потому что, да, много букв будет. Но пока что для наших целей пойдет. Опять-таки, да, это то, во что нужно вчитываться. И где нужно как раз контролировать, что он собирается сделать. Потому что переделать потом дольше. Так, кратким. Ага, молодец, он сообразил. Сфокусированным на релевантном опыте, да, профессиональным, но дружелюбным, да, все, как я люблю. Даже давайте не будем ничего вносить, запустим на выполнение уже привычным жестом. Так, пока мы ждем выполнения. Аня, что можно еще подсветить? Я могу вот озвучить несколько вопросов в чате, мне кажется, они вполне себе релевантны. Например, можно ли ссылку вот на эту вакансию дать напрямую? И там Влад уже, в принципе, ответил. Главное, чтобы ссылка была публичной. Может быть, ты тоже можешь как-то прокомментировать? Именно. Ну, то есть, если у курсора будет доступ, да, конечно, он вычитает. Но LinkedIn, я, насколько помню, не очень дружественно относится к любого рода парсерам, поэтому, да, может быть, и не получится. Я просто не стал сейчас это пробовать, потому что здесь... И еще вопрос относительно языков, да, можно ли указывать там, на каком языке я хочу результат, вот, например, кто-то хочет по-английски результат, кто-то по-русски. Ну, смотрите, давайте чуть-чуть затронем. Почему он написал по-английски? Потому что у меня есть требования в правилах все писать по-английски. То есть общаюсь здесь я по-русски, да, но результаты, пожалуйста, по-английски. Иногда он с этого сбивается, но вполне можно его скорректировать. Так, вот он сделал нам company info и сразу отклик, да. Он говорит, что я пришел к вам по позиции CTO, и сразу акцентирует внимание, что не как кандидат, а хочу предложить команду разработки, в принципе, как я люблю. То есть он явно уже позаимствовал мой стиль, как я это делаю. Дальше он как раз опирается на наши сильные стороны, что мы сделали экзочат, стамину и другие продукты, что у нас релевантный технический стек, что у нас есть опыт фэшн-индустрии и так далее. Слушай, неплохо, мои контакты, как обычно, тоже я делаю. Еще extended version. Это я его не просил, но он проявил инициативу. То есть здесь бы я, скорее всего, его
попросил бы разбить это по разным файлам, но мы сейчас, наверное, этим не будем заниматься. Давайте перейдем к следующей части, чтобы время не терять. Ну вот смотрите, он составил такие хорошие материалы. Я понимаю, что если их прочтут, шансы, может, будут неплохие, если действительно они готовы рассматривать. А как бы нам так сделать, чтобы постучаться к ним не напрямую на общих основаниях, и вдруг мы там на HR попадем, а обойти, да, куда-нибудь на e-mail напрямую написать. А давайте для этого сделаем как раз инструмент. И тулзы – это как раз третья, наверное, самая мощная сторона курсора, но которая осваивается сложнее всего. Попробуем сделать тул. У меня есть Apollo. Apollo – это онлайн-сервис, который предоставляет информацию о компаниях, о контактах, о ролях и так далее. То есть это большая база знаний с API-шкой, с пользовательским интерфейсом, работе с которой пользователи прям долго учатся. Я не хочу со всем этим разбираться. Я хочу, чтобы за меня это сделал курсор. И более того, я хочу сделать инструмент, который будет ходить в Apollo и делать все за меня. Более того, я не буду ему давать конкретные задачи: иди найди того, иди найди того, этого. Пусть он сам ищет сам принимает решение, кого искать, и находит для меня. Вот. Попробуем решить эту задачу. Сейчас найду подсказку свою. Что нам нужно? Мы делаем инструмент. На самом деле, вот здесь я обращаюсь уже к своим заготовленным правилам. У меня есть рул по тому, как вести базу знаний, и есть рул, как разрабатывать инструменты. Выглядят они там немножко технично. Важно, что вот они у меня заготовлены, я на них опираюсь. Мне остается только специфику записать. Тут я сейчас снова буду печатать. Аня. Да-да-да, поняла, заглушила. Да, опять же, тема тулзов. Вот именно сейчас один из мощнейших инструментов курсора – это разработка своих скриптов. Честно говоря, я в первый же день, когда стала учиться курсору и работать в нем, сделала самый первый свой скрипт – это по конвертации файлов. У меня был большой объем файлов в формате docs. И я такая, что вообще происходит? И, собственно, у меня есть свой собственный теперь конвертер в курсоре, docs в MD, и из MD там в docs, и также в PDF, и также в другие форматы, и из других форматов. Это прям самое, наверное, первое маленькое дельце, которое я сделала и была в восторге. Сейчас Алексей пишет: сделай рабочий инструмент по следующим требованиям. Первое, найди актуальную документацию Apollo Online, используй встроенный браузер в курсоре для поиска и опирайся на эту доку. Самое интересное, что встроенный браузер мы тоже бы хотели предложить вам рассмотреть на отдельном нашем воркшопе. То, что буквально на прошлой, по-моему, неделе курсор выкатил обновление, там очень мощная работа с браузером, и нам кажется, это прямо отдельно такой интересной веткой. Дальше, второе, разработай Python скрипт по правилам. Как уже Алексей сказал, правила у него были заготовлены. И отдельно мы готовы тоже провести воркшоп по разработке правил. Ой, а можно здесь, Алексей, может быть, вообще не в кассу, но очень классно, что так пробросить, да, завлечь немножко ребят в наш чат, которым я поделюсь в конце вебинара, что в этом чате быть полезно. Да. У Алексея есть особый такой авторский промпт правила, по которому он сушит тексты. Я правильно говорю, Алексей? Да, это одно из важнейших открытий последнего месяца, мне кажется. Можно я просто угадаю номер этого правила? Ну-ка, попробуй. 302. Да! Браво. Алексей, уточни, пожалуйста, для тех, кто не в теме. Да, видите, есть нумерация такая, она позволяет быстро ссылаться на файлы правил, своя внутренняя номенклатура, 502, допустим, это вот разработка тулов для базы знаний, а 302 – это правило, которое сушит информацию, то есть в нем проинструктировано, что ты должен минимум слов донести суть. Это вот так, если очень кратко, и как это сделать.
И это действительно вообще здорово облегчает документы, потому что мы, когда видим сгенерированные яишками документами, это обычно такие талмуды, которые прям страшно читать, да? И мы называем это сушкой, то есть мы их сушим для того, чтобы извлечь суть и положить куда-то в базу знаний. Итак, что я хотел сейчас продемонстрировать. Мы будем разрабатывать инструмент в план-моде и попробуем использовать модель поумнее, по крайней мере для плана. Я люблю Opus. Дальше. Попробуем прикрепить встроенный браузер. Нет, не так. Черт, что забыл. Как там браузер цепляется в контекст? Казалось так. Все, нет, все правильно, да. Браузер так. Окей. И запускаем работу уже с умной моделью, которая ест наши токены, наш баланс. Да, Алексей, вот можно все-таки еще раз на этом остановиться, на сравнении авторежима. И ты все время говоришь про токены, едятся токены, не едятся токены. Вот как здесь все-таки быть? Ну, смотрите, давайте, может, ответим на вопросы, да, а потом пойдем. Да, конечно. Да, нас, конечно, интересует Apollo IO, здорово, что он уточнил. Дальше, какое основное получение данных из API, контакты компании или ты, экспорт нам не нужен, обобщение существующих, нет, не нужно. Нам нужен пока что вот этот уровень интеграции. Да, про балансы. В общем, когда мы приобретаем подписку Курсор, смотрите, прикольно, он открывает в браузере, и мы можем видеть, куда он ходит и откуда берет информацию. Иногда это полезно, какие-нибудь капчи обходить или еще что-нибудь такое. Мы понимаем, что он идет туда. Да, он пошел в People API Search, то есть он ведет себя прям как разработчик, да? Нашел доку, пошел ее читать. Только делает он это гораздо быстрее, чем разработчик. В общем, когда мы приобретаем подписку на Курсор, в тот пакет, который мы приобретаем, входит некоторое количество токенов. Токены расходуются, когда мы используем явно умные модели, когда мы отключаем авторежим. И если они истекли, то все, умные модели мы больше не можем использовать, либо пока не купим большего тайра подписку, либо пока не включим потокенное использование. Но это уже будет дороже. С большинством задач можно справляться на авторежиме. То есть мы впервые сейчас перешли с авторежима в режим работы с умной моделью. Обычно, когда применяется авторежим, первое, это вот вы работаете, когда применяется умная модель, мы работаем с авторежимом, работали, смотрим, вот он тупит, задачу решить не может. Такое бывает. Берем, просто переключаемся на модель поумнее, по вашим предпочтениям, и прям ему в чатике говорим, посмотри в чат и реши проблему. Он сам пойдет, поймет, что там пытались решить, и чаще всего это позволяет переломить ситуацию. Второй момент, когда стоит привлекать умные модели, это когда вы решаете какую-то глобальную задачу. Ну, допустим, вот сейчас попрошу Роберта даже поделиться, да, задачей, которая у нас 8 часов, по-моему, да, выполнение заняла. Только это коммерческий проект, пожалуйста, без деталей, да, самого проекта. И вот если Какой конкретно задача? Переписывание сервиса. Да, хорошо. Сейчас тебе передам слово, да. Просто когда ставки высоки, да, и через 8 часов окажется, что мы действовали по неправильному плану, это будет неприкольно, да, поэтому желательно на план потратиться, да, и разработать его какой-то умной моделью. Давай, поотвечаю на вопросы. Роберт, тебе слово тогда передам, да? Да, в общем, у нас, сейчас я не готовился отвечать, то есть заблюрить, так сказать, все нюансы коммерческого проекта, но, грубо говоря, у нас есть система, которая от пункта А в пункт Б совершает некие действия. И изначально она была написана на Python, и работала, и работает отлично, до сих пор и используется. Но мы как команда пришли к пониманию, что нам нужно это сделать на Rust, и все у нас будет на Rust, потому что Rust-разработчики есть в упряжке, как бы отлично.
Вот. И, то есть, задача была дана курсору, перепиши, вот, репозиторий этого сервиса на питоне, перепиши это на Rust. Вот здесь тесты, ну, чтобы все работало. Да, и часов 8 курсор пыхтел, работал, требовал, супервизии какой-то, но сделал, и, и этот сервис работает. Да? Теперь на Расте все, мы развернули его уже, и Помнишь, когда мы составляли этот план? пока на стейдж-стенде, так что? Помнишь, когда мы составляли этот план, там сам курсор оценивал этапы работы в неделе. Да, Сколько? оценка этапа работы, что там 8 часов, 10 дней на это, потом еще вот на этот этап. То есть там, в принципе, было, не на полгода, наверное, месяц на 3 как бы задач. За 8 часов. И за 8 часов он сам со своими оценками справился. Да, дошлифовывать пришлось, но все равно понимаете, да, Да. порядок, насколько меняется эффективность. Итак, он составил план, и мы можем сделать небольшой финт ушами, вернуться обратно в авторежим, потому что самую сложную ответственную работу проделала уже умная модель. Не будем больше жечь токены. Теперь как бы дальше исполнение справится и модель попроще. Да? Запустили, ждем. Так, Роберт, да, спасибо. Реальный случай, я просто хотел, чтобы Роберт про это рассказал, не моими словами, альтернативное мнение. Ань? Да, но у тебя... еще процесс идет. Ага. Так, сейчас немножко, если позволите, буквально отвлечемся от курсора. Организационный момент. Я все файлы сейчас перекинула в наш Google Диск. Там будет и презентация, и домашнее задание, и наш белый лист. По результату вот этой сейчас второй части я попрошу снова нас всех вернуться к белому листу. Поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно. И те идеи, которые мы с вами генерировали перед перерывом, я попрошу обновить их. Да, и, Алексей, возвращаясь вот к браузеру. Можешь вот немножко раскрыть вот эту историю браузера и что это вообще и зачем? Браузер классная штука. Тогда, когда нам нужен какой-то интерактив, допустим, что-то проделать в самом окне внутри, и этот браузер прозрачен для курсора. Он будет видеть все, что там происходит. Он может его скринить, он может заглядывать в консоль разработчика, он перехватывает, он видит все запросы, которые в сети происходят у фронта. Он может обращаться по собственной инициативе к нему, нажимать кнопки, там, выполнять какие-то другие действия пользователя. То есть он может работать с браузером полностью как человек. Это открывает невероятные возможности. Смотри, как раз вот Влад подхватывает, что это must-have инструмент для фронт-энд разработки. Можно я как раз сейчас предложу Владу поделиться своим опытом работы с курсором? Влад, если тебе удобно, выйти прямо в эфир и действительно поделиться там две минутки, да, как ты работал, потому что уже завершилась работа у Алексея. Да, сейчас можно мы посмотрим, запустим следующую задачу и... Ага, давай. Влад, будь готов. Он говорит, инструмент готов, но мы на слово, конечно, не поверим. Мы попросим его сейчас, его самого протестировать, что там считает готовым. Так, сейчас я залогинюсь у себя в Apollo, чтобы это не показывать здесь. Вот, я перешел по ссылке, которую он мне дал. Опс. Так, это лежит Apollo, это не мы. Ага. Так, и вспомнить бы, где тут... вот, API Keys. Сделаем новый ключ. Мы назовем его что-нибудь вроде workshop temp. И delete. Не помню, правильно написал или нет, но это здорово напоминает мне самому, что его потом нужно удалить срочно, потому что мы его сейчас засветим. О боже. Так, все, ключ готов. Возвращаемся в курсор. Прокомментирую, да?
для того, чтобы по API ходить в Apollo, нам нужен API-ключ. Ну, такая вполне стандартная процедура. Ой, я просто не хотел мастер-ключ. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Просто не хочу сейчас искать, как сделать его, как правильно выпустить. Это слишком большие возможности дает. Теперь смотрите, я передаю ему ключ и говорю, вот ключ, вот API. Потестируй инструмент сначала урлом, потом через скрипт. Это я прошу его выступить тестировщиком того, что он только что сделал. Все, и могу передать слово обратно. Ну, огонь. Тогда, пожалуйста, Влад, если ты готов, можешь, пожалуйста, поделиться своим опытом работы с курсором. Может быть, тоже затронешь браузер, может быть, просто свои последние вот задачи, да, которые ты гордишься, расскажешь. Да, ну, я сейчас сам, можно сказать, еще сам как разработчик, как теклид в команде учусь пользоваться курсором вот в таком практически автоматическом режиме, потому что до этого это было там прийти, спросить, там, проконсультироваться. Планирую его уже сейчас внедрять внутрь команды всем разработчикам. Была одна такая интересная задача, вот по типу того, как Роберт рассказывал. Мне пришел заказчик, сказал, нужно сделать дашборд в панели администратора. Причем требования были даны, ну, как вот обычно дают требования, там не совсем детализированные. Вместе с курсором мы пошли, во-первых, расписали план, составили API, составили даже схему, ну, миграции базы данных, и все. Просто я дал курсору эту работу, он пошел, полностью запилил весь бэкэнд, интегрировался, причем там микросервисная среда, то есть вот есть какой-то сервис, есть второй сервис, есть какой-то общий гейтвей, он пошел везде все это сделал самостоятельно. Ага, хорошо. Я взял то, что здесь сделал курсор, попросил у него дать мне описание по API, он мне дал описание по API, я пошел в соседний проект по панели администратора, самые фронтовые, и сказал, вот есть описание, вот есть какие-то бизнес-требования, которые были выдвинуты, чтобы тоже во фронте имплементировать. Реализуй, пожалуйста. Он пошел, реализовал, и правда, пока не за 8 часов, а за 2-3 дней, там не полных, конечно, рабочих дней, мы вместе с курсором, я с ним в одиночку реализовал новый большой раздел в системе заказчика. Причем это получилось даже лучше, чем я ожидал. Правки на этапе ревью были минимальные, и что еще порадовало, курсор сам умеет очень отлично встраиваться в текущую архитектуру и стиль твоего кода. Вот, например, у меня все было на бэке разбито по DDD, domain driver, не помню, как там последняя буковка. Да, он пришел, увидел, что у меня есть доменная область, что у меня есть какие-то value объекты, репозитории, пошел по ним, везде все раскидал. При этом я про это даже ничего ему не рассказывал. Вот спасибо большое. Так, тем временем, видели, да? Все, что я попросил, это дал ключ и сказал, иди потестируй. Он нашел 1, 2, 3, 4 ошибки, все их исправил. Я отчитался, что теперь инструмент работает. Понимаете, да? Я не ходил, не проверял за ним. Я ему просто дал ключ и сказал, иди и разберись, чем ты там наделал сам. Вот. Он разобрался. А теперь давайте попробуем. По сути, он сделал тулу для похода во внешний сервис. Да, мы можем попробовать. Смотрите, давайте попробуем с помощью нашего тулза поискать кого-то SEO CTO в Сербии не больше 50, да? Видимо, так звучит. Угу. Вот, смотрите, кого-то нашел. Да, вот эти вот звездочки, это режим такой типа разработки в Apollo, когда ключ все-таки работает не на полную мощность. Я испугался, что это мастер-ключ, но, видимо, нет. То есть, если включить потребление уже за деньги, то здесь будут настоящие имена, фамилии, e-mail и прочее. Но мы сейчас не будем все это включать. Хорошо, что как раз
для целей демонстрации мы полностью имена не видим, не будем никого показывать на всякий случай, но мы видим это реальные данные, которые пришли из Apollo. То есть теперь курсор умеет ходить в Apollo. Давайте вернемся в наш чат и скажем ему что-нибудь вроде так, Ань, замьютишь или потерпим? Я думаю, потерпим минутку, да? Так, я подумал, что хочу отправить мое... Погоди, а мы не там пишем? Там пишем, да? Ага. Да. Да, все корректно. Хочу отправить мое предложение кому-то из ЛПРов напрямую с помощью тула. И вот здесь мы делаем ссылку на наш тул. Оп. Найди подходящих людей, найди инфу о них, составь адресные предложения. Вроде все, да. Что мы сейчас делаем? Мы только что разработали тул, который тут же применяем. Мы разработали его в отдельном чатике, вернулись сюда. И теперь курсор может по своей инициативе запускать его и использовать для поиска того... Опа. Он не сработал. Такое бывает. Нужно включить отладку. Давайте попробуем опять умную модель. Я уверен, что это решается, да, вопрос времени сейчас. Насколько много мы времени затратим на то, чтобы отладить, чтобы он заработал. Давай мы сделаем тогда комплексный промпт. Я включил, опять-таки, умную модель. Выше курсор попытался применить инструмент, но он не сработал. Разберись, что не так, и исправь. Алексей, очень на самом деле классный кейс, потому что у меня, например, как неоразработчика, вот это вот всегда стопор. Блин, а вот у него что-то сломалось, и мне вроде как надо бежать к какому-то гуру разработки и спрашивать, а не надо. Вот гуру разработки он же. Я просто ему говорю, что-то там не получилось. Посмотри, что не получилось, переделай, улучши. Угу. Ну, в целом так, но, к сожалению, во многих случаях нужно обладать, да, технической компетенцией в том ряде вопросов, где мы работаем. Ну, то есть понимать, что такое curl, там, что такое API-шка, да, ну, чтобы с ним говорить на одном языке. Да, можно во многих вопросах глубоко не копать. Ну вот. Можно, пока он выполняет твою очередную задачу, во-первых, я хотела бы обратить внимание, что ты дождался, пока он остановится с выполнением предыдущей и только отправил свое новое сообщение. Но, в принципе, можно было бы его и стопануть, да, хардкорно, просто нажав кнопку «Стоп». Да, можно. Почему ты этого не сделал? Можно, просто эффект демонстрации, я немножко подвисаю. Если бы я сидел один работал, да, я, конечно, бы его остановил и сразу пошел работать. Кстати, ну, смотри, проблема очевидна. Ну, они очень любят такие выражения. Мы иногда ими делимся. Ага. Можно я сейчас... При этом просто как icebreaker могу сказать, что как ты общаешься с курсором, так он тебе и отвечает обратно. То есть, если грубо, то он тебе грубо и обратно ответит. Не буду приводить примеры по записи, но на случаи были. Да, можно пока тоже немножко такой, может быть, не совсем в тему вопрос, но он все-таки у нас есть в повестке и в первой части не был озвучен. Можно ли работать с диаграммами, с большими таблицами? Ну вот даже, наверное, давай остановимся, просто диаграммы. Вот мне часто нужны для презентации, для каких-то отчетов, да, непосредственно представление в диаграмме. Как здесь курсор себя ведет?
Смотрите, это опять третья часть, вот, которую мы сейчас пытаемся продемонстрировать. Это тулинг. Диаграммы можно делать через тулы. Точнее, нам нужно сделать диаграмму в каком-то формате, который исходно-текстовый. Хорошо подходит Mermaid, например. Есть Plain UML, есть другие. Вот мы выбрали Mermaid. Просим, чтобы курсор генерировался в Mermaid, а потом его отображаем в качестве настоящей схемы. То есть встраиваем Markdown файл, и потом при рендеринге, то есть при конвертации MD файла в то, что нам нужно, вот эта вот диаграмма превращается в реальную картинку. И то же самое со всем остальным. То есть я слышал, да, бывают у кого-то сложности, что у меня какой-нибудь док-файл, а мне нужна MD-шка. Опять-таки делаем тул, который может просто проходить и сканировать всю директорию на наличие док-файлов, превращать их всех в Markdown и так далее. То есть, отвечая на вопрос про диаграммы, да, это делается с помощью тулинга. Хороший формат Mermaid, который легко встраивается в Markdown. Да, подтверждают у нас и в чате тоже про Mermaid. И очень забавные случаи, пишет Сергей, был случай, когда модель очень тупила во время задач по кодингу, и пришлось ей сказать, что из-за каждой ошибки модели отступления от правил погибает невинный щенок, и модель сразу стала работать лучше. Это жестко. Это жестко. Смотрите, умная модель докладывает, что она ситуацию подправила, да? Давайте теперь обратно вернемся на глупую. Ой, извините, так нельзя говорить, да? Меня Лена учила на... Автоматический режим. Да, на автоматический режим. И говорим, так, вернись к задаче поиска контактов в компании. На самом деле это не совсем хорошая практика, но здесь я немного скомкаю. Сейчас я вернусь к этому, да? Задача поиска контактов в компании с помощью тула. Почему плохо? Потому что чем на большее количество аспектов разветвляется наша задача, тем сложнее модели со всем этим справиться, и она начнет все больше и больше забывать. Поэтому желательно работать в каком-то одном аспекте, для того, чтобы... Ты имеешь в виду в рамках одного чата, да? То есть если есть чат, то это конкретный аспект, а уже другие какие-то прикладные задачи решать в другом чате, потом в третьем чате, правильно? Да, все верно. То есть, видели, да, я прорабатывал предложение в одном чате, но инструмент пошел разрабатывать в другом. Это хороший подход. Но отлаживать инструмент я стал в том же самом чате. Это не очень хорошо. То есть, по-хорошему нужно это делать в разных чатах, чтобы модель не распылялась и начала забывать про какие-то вещи. Итак, он все-таки починил нам тул в реальной задаче и нашел 3 контакта в этой компании и пошел решать ту задачу, которую мы изначально просили. Обращаю внимание, что вот эта вот задача с разработкой тула – это задача со звездочкой. То есть, скорее всего, для того, чтобы решить такого рода задачу, вам нужен разработчик. Но обращаю внимание, что мы решили ее, сколько? Минут за 20, да? Мы разработали интеграцию со сторонней системой на минутку, да? Это, в принципе, в таких... Алексей, а какие еще, вообще интеграции? Вот уж с чем я еще могу взять и вот так синтегрироваться? Я так понимаю, API-шка должна быть доступна, да? Да. Сейчас давай об этом поговорим. Просто вот задача выполнена. Смотрите, он нашел настоящих живых людей, их должности. Дальше у него есть аргументация, почему, кому стоит написать и по каким причинам. Дальше он может предложить еще что-то сделать. То есть мы теперь научили курсор использовать базу данных Apollo для решения своих задач. И как Анна задает правильный вопрос, это только один маленький пример. Это могла быть интеграция с вашей CRM-кой. Это могла быть интеграция с вашим Confluence, с Жирой. Это может быть интеграция в Телеграме. Можно, не знаю, там сторисы постить через API, через курсор.
То есть спектр того, что можно сделать, он просто не ограничен. Для примера, если сейчас есть время, я могу показать другой свой проект, Тань. Да, будь добр, покажи. Сейчас вспомню, где он у меня лежит. Это проект, который я создал сравнительно недавно. Опять-таки, мы учимся вот прямо на ходу. И создал его, потому что я запускаю курсор каждый день. И сделал здесь всего лишь одно правило. Когда я начинаю новый чат, он создает мне папку, в которую записывает все материалы, которые были созданы в результате решения той или иной задачи. Ну, к примеру, вот это было решение проблемы, что у меня перестал подключаться монитор. Курсор делал команды в моем компьютере, исполнял, снимал диагностику из логов, там, с устройств, смотрел их статусы. Все это он делал сам. Ходил в интернет, сверялся с тем, были такие проблемы у пользователей или нет. Я не делал этого всего. Это все происходило в чате. И все артефакты сложились сюда. Проблема была решена. К сожалению, не благодаря курсору, потому что это было вне его зоны возможностей. Проблема заключалась в другом. Дальше. Я разбирался с доступом в мой банкинг, Raiffeisen. И у них сбоит веб-приложение. С помощью курсора мы собрали логи, сделали запросы, подготовили e-mail. Я не знаю, видели они такие e-mail или нет. С шагами воспроизведения проблемы. Что мы видим в реквестах, что мы видим в респонсах. И это я отправил в поддержку банка. Ну, теперь вряд ли они скажут, что у них мало деталей. И что нужно дослать что-нибудь еще. Вот это сегодня я делал то самое видео. То есть, что было на входе? На входе... Какое видео, прости? То, которое крутилось сегодня на заставке. Наше видео перед началом воркшопа и в паузе, да? Оно. Ага, все, поняла. Видите, да, вот здесь вот эта вот штука, нарезанные куски. Я сделал с курсором, я его попросил, давай вот. При этом ты стоишь на сцене, если что, там, я так понимаю. При этом ты стоишь на сцене. Нет, да? К сожалению, это не я, это Google. Просто очень похоже, извини, что перепутал. CEO Гугла, ну, кто знает, кто знает. Недалеко еще немного, да, давайте загадывать желание. В общем, все материалы, и итоговые собранные видео, и промежуточные, и все промпты записаны, все шаги. Я потом могу к этому вернуться, когда что-то еще мне понадобится. Я использую курсор ежедневно, и его возможности реально кажутся безграничными. Все, что меня сейчас больше всего ограничивает, это горизонт, как мы это назвали, Ань? Горизонт применения, сознания. То есть, насколько ты представляешь, где еще его можно применить. Каждый день я нахожу что-то новое. Ну, и чуть-чуть можно затронуть гид. Вот сегодня мы... Совершенно верно, да, горизонт мышления мы назвали. Скажи, пожалуйста, готов ли ты резюмировать решение текущей задачи, и мы в оставшееся время обратимся там к заключительной части? Еще скажу на всякий случай, да, вдруг кому-то не очевидно, что мы теперь с помощью нашего инструмента можем нажать новый чат, составить промпт, в котором сказать, знаешь, я нашел вот эту вот компанию Lookroom, да, пойди-ка поищи похожие компании, вот тебе инструмент Apollo, найди конкретных людей, посмотри, чем их можно зацепить и сложи вот в CSV, вот в эту папку. А потом мы это все разошлем холодным аутричем. Это решится 100%. Алексей, а вот эту рассылку, если я правильно понимаю, если у нас есть опять же опишка к почте, то мы можем и рассылку эту делать. Гипотетически, да, там просто много нюансов, чтобы сделать это правильно. То есть гипотетически, на практике я такого не пробовал сделать. Да, это тема нового воркшопа.
Ну, кстати, да, можно и такую задачу взять в оборот, но это уже advanced. Это advanced Точно. уровень, и здесь как раз в рамках решения вот этой задачи я и хотел подсветить различия в нашей концепции первого и второго уровня внедрения. Ань, ты расскажешь, я расскажу. Пожалуйста, да, Да. заключи тебе слово. Анна показывала где-то на первых слайдах, что у нас есть 3 этапа. Первый этап – это лайтовый, это то, что было в первой части. Мы пошли, с нашей папочкой поработали, информацию получили, эту информацию куда-то разослали руками сами. Не требует разработки тулов, никаких интеграций, ничего такого. Второй этап – это то, что мы только что проделали. То есть мы разработали тулы, которые выводят работу курсора на новый уровень. Он может ходить в CRM-ки, он может отправлять предложения, он может, там, я не знаю, будильник тебе поставить или, как сегодня Евгений сказал, заплатить за ЖКХ. Тоже может с помощью тула. И здесь, на втором этапе, скорее всего, потребуются эксперты. Почему здесь присутствуют как раз представители экзочата, почему присутствуют разработчики. Но это только второй этап. Когда человек вот с этим поработал, здесь начинаются уже ограничения для масштабирования. То есть представляете, насколько мощный инструмент мы даем в руки одного человека. Это слишком много власти. Он с той же эффективностью, с которой он может что-то создать, может точно так же что-нибудь и разрушить или получить доступ к информации, которая не должна быть ему доступна. Что тогда? Тогда курсор уже не подходит. Нужно делать свою систему. И тогда мы приходим с экзочатом, с фреймворками, с разработчиками. И на базе уже отработанных в курсоре сценариев, вот этими передовыми сотрудниками, строим конечную систему, которая масштабируется, которая безопасна, у которой нет доступа к лишней информации. И этот третий этап, он получается прогнозируемым. Это отличие с тем, что происходит на рынке сейчас. Посмотрите, на что жалуются обычно компании, которым приходят внедренцы ИИ. Пришли люди, очень долго исследовали, много денег забрали, очень долго разрабатывали, а то, что разработали, непонятно вообще зачем нужно. И там, в лучшем случае заменяет с бюджетом разработки в 30 миллионов рублей сотрудника с зарплатой 60 тысяч рублей. Да? А в худшем случае просто неприменимо. Почему? Потому что слишком много шагов, где можно провалиться. В нашем случае, с нашим подходом, мы сначала анализируем, что человек делает, отрабатываем реальный сценарий, приучаем пользователя к тому, что теперь у него другой мир, другие возможности, находим, что именно работает лучше всего и дает наибольшую эффективность, и это уже автоматизируем с экзочатом, с другими системами, делая продукты простые и эффективные. Ну, как на своей практике я убедился, для пользователя лучший интерфейс – это одна кнопка «Реши проблему». А лучше, чтобы этой кнопки не было, а все происходило без него, а ему приходили только уведомления о том, что все классно или что-то требует внимания. Вот, так это наша презентация сегодняшний воркшоп соотносится с 3 шагами внедрения. Надеюсь, что сейчас будет более понятно, что подразумевается под каждым из этих 3 шагов. Аня. Да. Алексей, спасибо огромное. Я так понимаю, да, мы можем твою демонстрацию тогда сейчас закрывать, правильно? Я могу вывести презентацию? Да, я отключаюсь. Готовность, да? Окей. Коллеги, еще хотела бы, да, небольшую ремарку относительно нашей этой 3-шаговой модели. Как раз благодаря тому, что мы изначально идем, вроде как просто показываем интерфейс, да, как работать в нем, 2-м шагом показываем тулзы, мы и внедряемся в процессы более глубоко. Мы действительно начинаем понимать, а где те возможные первые пилоты, как дальше масштабировать на эту компанию. Мы можем работать с сопротивлениями сотрудников, да, которые вообще не хотят ничего менять. У нас здесь тоже есть отдельная экспертиза по работе с коллективом. У нас есть отдельная экспертиза по работе со сквозными процессами. Там с нами присутствует сейчас Сергей, который глубоко погружен именно в такие бюрократические, назовем так, моменты. То есть на сегодня я вижу, у нас действительно сформировалась очень крутая команда. Я пытаюсь сейчас почему-то вывести презентацию, но мне не выводится. 1 минутку. Вот, все. И в завершении
Давайте сейчас еще раз вернемся к нашим идеям. Я сейчас еще раз, да, продемонстрирую наш с вами белый лист. Сейчас еще раз, секундочку, прошу прощения за некоторые зависания. И, пожалуйста, снова включайтесь в этот процесс голосом или в чате. И если у вас сейчас новое понимание, да, а что действительно еще можно сделать в курсоре, давайте еще накидывать. Буквально минутку этому посвятим. Я вот видела в чате писали про редактирование Python кода, что-то вот такое было. Давайте накидывайте, как вы думаете, что еще можно. То есть мы уже про интеграции поговорили, да, изменилось ли ваше мнение? Может быть, не только просто там требования к продукту, Елена, да, может быть, что-то большее можно сделать. Что еще? Мне, допустим, помогает находить изъяны в планах проекта. То есть я из жиры выгружаю план, человек читает в таком тексте. Он ко мне говорит, подсвечивает, где есть проблемы, где можно сделать лучше, а где мы что-то забыли. Вообще отлично помогает. Ну, если мы туда перешли, то, Леш, ты знаешь, моя большая проблема. Мы сделали requirement, и я его не люблю. И я бы хотела в нем поковыряться и найти дыры. То есть, когда мы говорим о product requirement, это не сделайте мне красиво и по верхам, вот девы обычно. Это пошаговая, четкая инструкция. Это и есть нормальный product requirement. А делать вот. Мы, опять-таки, сегодня применяем курсор для того, чтобы работать с данными из Confluence. То есть у нас есть обширная база данных продукта, которая лежит в Confluence. И у нас это у тебя. Еще один вопрос. Когда мы говорим о презентации, было бы здорово имитировать презентацию, чтобы посмотреть реакцию потенциальных audience. Сказать, это audience, вот эта презентация, какие возможные вопросы. То есть подстелить себе соломку. Если ты делаешь серьезный бизнес-презентации и знаешь, кто твой audience, foreseen, увидеть вопросы, которые могут задаваться, и заранее подготовиться. А не говорить, oh, I have an answer. Аня, ты в мюте. Примерно смежная, вот, допустим, проблема. Бывает, что я не знаю, как принять задачу, хотя я ее ставил. Точнее, не то, что как принять. Я понимаю, что должно соответствовать требованиям. Но как именно проверить, что все соответствует требованиям? Я прошу курсор, составь мне, по каким шагам я должен пройти, чтобы точно удостовериться, что все удовлетворяет требованиям. Ой, это было бы идеально. Продажная активность вообще запросто, да? Вот подготовка коммерческих предложений, это мы сегодня немножко зацепили. Техническая поддержка вообще отлично заходит, потому что чаще всего это взять запрос пользователя, обратиться к базе знаний и скопипастить ответ. Отлично работает. В принципе, составить план митинга, discovery митинга с клиентом. Какие вопросы, и это должно personalize based on кто он, откуда. Это вообще идеально, это понимать, что ты его видишь. Ну и, ребята, составление резюме и прочей фигни, персонализированное под запрос. Я так делаю. То есть, опять... Ну, все так делают, а тебе это easy будет с курсором. Что? С курсором-то становится проще гораздо. Да, но тут уже включается навык того, насколько ты хорош в общении с курсором, насколько ты можешь грамотно написать промпты и скорректировать так, чтобы получить лучший результат. То есть все равно предложение от одной команды будет отличаться от предложения другой команды именно умением писать промпты, по большому счету, и работать с курсором. Окей, все, предлагаю на этом сейчас тормознуть. Пожалуйста, можно сейчас... веселый пример? Я почти все коммуникации в Телеграме по работе прогоняю через курсор. Ого! Потому что я довольно-таки грубый, прямолинейный. Я понимаю, что так не надо как бы писать. Я просто пишу курсору. Ну,
Там запикано все, что я сейчас бы хотел сказать, но мне надо донести вот такую мысль. Пожалуйста, профессиональный тон и все такое. Это уже так, вишенка на торте. Мгм. Коллеги, спасибо, Роберт, отличный тоже пример. Значит, что делаем дальше? Во-первых, я всех благодарю. Мы уложились в тайминг. Ну, сейчас буквально еще на пару минут я вас задержу. Мне кажется, потрясающие результаты, но я все-таки прошу вас сейчас просто в чат, насколько понравилось, не понравилось, там, плюсики, минусики, да, и отдельно в папке нашей Google Doc, да, выложены в папку. Вот здесь вот я пишу. Видно же мою презентацию, да, коллеги? Мгм. Вот здесь, значит, что дальше? Есть домашнее задание, есть полезные материалы. Я все кинула в папку Google. QR-код вот здесь, ссылочка вот здесь. Сейчас еще раз я ее в чат нам скину. Дальше я приглашаю вас в наш телеграм-канал. Тоже сейчас ссылочку скину. Пожалуйста, подключайтесь, там мы обсуждаем уже довольно давно аишные инструменты. Именно туда я попрошу домашние задания выполненные кидать, вопросы, идеи, кидать, темы новых воркшопов кидать. Там же Алексей на днях я попрошу поделиться своим тем самым, как это, сушка, правилам по сушке текста. 302. Правило 302. Да, сейчас я, значит, отправляю ссылку. Вот, пожалуйста, я очень вас прошу, уделите там 2 минутки на то, чтобы пройти анкету, да, по обратной связи. Ну, нам это действительно важно, да. Так, копирую ссылку на папку Workshop, кидаю нам в чат и кидаю про Telegram, куда я вас тоже приглашаю. Все, я надеюсь, что сегодня вам было это как минимум полезно. Я надеюсь, что нам удалось приоткрыть вот эту завесу и снять, ну, некое такое ментальное, может быть, да, ограничение, что это вообще за зверь такой. Также в чате, в Телеграме, сейчас куда я ссылочку, да, тоже скину, и вы присоединитесь, я буду поднимать так или иначе какие-то дискуссионные вопросы, да, кому что еще было бы полезно, какие там темы воркшопов. Но наша все-таки основная задача на 2026 год – начинать выходить в большой бизнес, начинать им показывать себя как некий такой консалт, да, зарекомендовать себя как нишевого игрока и экспертов в АИ с огромным опытом в разработке, и что мы действительно можем отвечать за качество, которое мы им там будем внедрять, да, мы ответственно к этому всему относимся, мы вообще хорошие люди. Алексей, если что-то добавить, Роберт, Влад, пожалуйста. Ну, мне было бы интересно, да, если кто-то может что-то сказать по тому, понятно, непонятно, мы готовы к любому фидбэку, если хочется сказать.